Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, устраивайтесь поудобнее. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться», нажимайте кнопку лайки. Еще раз. Тема сегодняшнего видео: почему отношения строить так тяжело. Это видео войдет в плейлист «Август», и мы в августе будем подтягивать наши отношения. Те, кто находится в семье, это способ укрепить отношения. Те, кто отношения пытается строить заново или и еще раз, это для вас набор инструментариев, проверенных, для того, чтобы ваши отношения были крепкими, достаточно доверительными. Поэтому пересылайте это видео своим друзьям, знакомым по социальным сетям, по электронной почте, а я начинаю. Итак, почему отношения строить так тяжело? Мы рассмотрим это сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim, и мы рассмотрим несколько инструментариев, набор инструментариев отдельно для женщин и отдельно для мужчин. Это связано с тем, что в колесе жизненного баланса для мужчин две сферы являются приоритетами. Первая сфера, в которой мужчины реализуются больше всего, это сфера карьеры и бизнес. Примерно 80% коммуникации находится здесь. Для мужчины важно в этой сфере быть реализованным. И следующая сфера по диагонали для мужчин является важными. Это сфера друзья и окружение. В сфере друзья и окружения коммуникация мужчины связана с профессиональным сообществом. Это для них дает признание, поддержка эмоциональная, так как мужчина вокруг себя формирует сферу друзей, знакомых, с которыми ему легко перезагружаться, достаточно продуктивно проводить свободное время. И рядом с этой сферой, сфера семья и отношения, немного отходят на второй план. В отличие от мужчин, у женщин немножко другая ситуация. Для женщин важны 4 сферы. Первая сфера – это яркость жизни, где женщина черпает свою энергетику, потому что для того, чтобы был баланс семьи, женщина должна быть отдохнувшей, легко восстанавливать свой эмоциональный баланс и черпать неограниченное количество энергии для воспитания детей. Следующая сфера, которая для женщин важна, это духовный рост и творчество. В этой сфере женщина формирует свои жизненные принципы. У нее есть здесь любимое занятие, любимое хобби, которое позволяет с большим количеством участников сферы друзья и окружение коммуницировать, потому что здесь находятся родственники, дети, которые уже повзрослели, дети, которые еще растут. Поскольку в сфере друзья и окружения среда неоднородная, женщине приходится прилагать достаточное количество усилий, чтобы здесь соблюсти баланс, никого не обидеть, всем уделить внимание, но и самой сохранить энергетику для того, чтобы в сфере семья и отношения все были довольны и счастливы. Особенно, если это любимый мужчина. Следующая сфера очень важная, где женщины черпают необходимое количество информации. Это сфера личностного роста. Дети в школе или в вузе требуют внимания мамы больше, чем внимания папы. У кого наоборот, пишите обязательно в комментариях. И следующая сфера, которой мужчине уделяют меньше внимания, женщины уделяют этому внимания больше, это сфера здоровья и спорт. И поэтому мы можем для себя понять одну простую вещь. У мужчины есть две сферы, которым он выделяет свое свободное время, то есть колесо жизненного баланса – это про распределение времени, про жизненные приоритеты и понимание того, что в каждой сфере у нас могут быть отдельные планы. Эти планы для нас очень важны, в них заключен наш жизненный смысл, и поэтому в колесе жизненного баланса Long Swim никто за вас не будет ставить ваши планы, а для того, чтобы классно ставить планы, смотрите наше видео, в них очень много инструментариев для того, чтобы ваши планы стали реальностью. Итак, почему отношения строить так тяжело? Давайте рассмотрим этот вопрос сквозь призму мировоззрения женщины. Женщина, находясь в состоянии 4-8, она находится под большим давлением бытовых обязанностей, то есть это сфера рутина на краткосрочные
достижения необходим очень большой смысл, потому что женщина, скорее всего, никогда не пойдет на какое-то реализацию каких-либо действий, если она не понимает до конца смысла, что это дает в далеком будущем, в ближайшем будущем, за исключением тех вещей, которые связаны с ее отдыхом, с ее развлечениями, с ее сферой духовного роста и творчества. У мужчины фокус на бытовой тематике, он смещен по минималке. Чаще всего мужчина на бытовые вещи, связанные с рутиной, тратит минимум времени, это примерно 10% времени. Если вы в семье имеете долгосрочные планы, мужчина 50% времени тратит на долгосрочные планы, на долгосрочные достижения, то есть он попеременно находится в сфере краткосрочных достижений, то, что актуально в этом году, в течение полугода, и пытается планы, сначала они воздушные, только на бумаге, только в каком-то вашем восприятии ментальном, что это вам нужно, ну, допустим, постройка дома, покупка новой квартиры, покупка новой машины, какая-то любая крупная покупка, она всегда связана со сферой деньги, где нужно сохранить деньги, каким-то образом приумножить, сделать так, чтобы источник постоянного дохода и второстепенного дохода всегда был в тонусе. Вот об этом думает мужчина. Для женщины важна эмоциональная составляющая, поэтому и мы рекомендуем вам для того, чтобы подходить к разговору об отношениях конструктивно, для того, чтобы хорошо и грамотно строить совместные планы, диагностируйте регулярно колесо жизненного баланса любимого человека и свое колесо жизненного баланса всегда смотрите в деталях. Что это дает? Первое, это дает вам возможность понимать, какими возможностями вы располагаете, какие ресурсы есть в вашем распоряжении, как правильно распределить время и чего можно достичь. И самое главное, о чем мы всегда вам напоминаем почти в каждом видео, с чего начать, первый шаг для того, чтобы ваша семейная пара была самой счастливой на свете. Для мужчины нет таких каких-то глобальных размышлений на тему долгосрочных достижений, краткосрочных. Он с удовольствием принимает план женщины, но при этом не забывает о том, какие выгоды он хотел бы получить от реализации этого плана. Уважаемые женщины, будьте к этому готовы, потому что мужчина мыслит больше рациональными категориями, а вам свои эмоциональные вещи и приоритеты нужно грамотно обосновать. Если вы это грамотно обоснуете, в любом случае у мужчины больше шансов принять это все с первой попытки. Если вы рассмотрите колесо жизненного баланса своего мужчины вот сейчас, в сегодняшнем моменте, вы можете спрогнозировать его дальнейшие действия. Чем хороша диагностика колеса жизненного баланса, вы знаете свои цели в каждой сфере и понимаете, чего вы хотите видеть как достижение в этом году. Не забываем про планирование. Планирование мы начинаем в ноябре месяца на следующий год, и к этапу планирования нам нужно уже иметь какие-то краткие выводы. Что у нас не получилось в этом году, что можно перенести или снова начать действовать в следующем году. Это все повод для длительного конструктивного разговора. И теперь опять вернемся к теме, почему отношения строить так тяжело. Строить отношения тяжело, потому что у нас очень много ожиданий в рутине. Это неправильное распределение времени, неправильный приоритет, стоит ли это делать сейчас, или это можно отпустить и заняться этим в следующем месяце. То есть не перегружайте себя домашними делами, но если вы перфекционисты, пожалуйста, на какой-то маленькой территории делайте идеальный порядок, от которого вы в восторге, все остальное пускай будет на 4 с плюсом, мы немножко не дотянули до 5. Уважаемые перфекционисты, не ругайте меня за это видео. Лучше пишите комментарии, высказывайте свои за то, чтобы везде был порядок. Мы эту тему обязательно раскроем в следующем видео. Итак, почему строить отношения достаточно тяжело? Потому что на этапе переговоров каждый из вас пытается отстоять свою точку зрения, потому что внутренне считает, что выход из зоны комфорта приведет вас к более сложной ситуации, но если вы попробуете какие-то краткосрочные совместные действия на ближайшее время,
3 месяца, 6 месяцев, вы поймете, что любые совместные действия, наоборот, укрепляют ваше взаимопонимание, хотя, возможно, приводят вас к тому результату, к которому вы будете не очень готовы. Но наслаждайтесь тем моментом, когда вы вместе делаете что-то для вашего крепкого семейного очага. Этот ваш опыт, он незаменимый, уникальный. Надеюсь, кто-то из вас напишет свою историю успеха нам в комментариях, а может и запустит свой YouTube-канал, где будет мотивировать людей делать этот мир лучше. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Почему отношения строить так тяжело? Строить отношения тяжело по двум причинам. Первое, мы смещаем фокус с рутины на долгосрочные отношения, на долгосрочные достижения. В долгосрочных достижениях есть очень много неизвестного, есть очень много рисков, что внешние факторы будут оказывать на вас давление и влияние. Это может проявляться в сфере друзья и окружения. Не все ваши родственники, друзья и окружение будут рады тому, что ваши отношения счастливые и развиваются по оптимистическому сценарию. Это люди в состоянии 0,4, они очень сильно нуждаются в вашей помощи, и вы им сможете помочь, когда вы будете находиться в состоянии 8-10. Для мужчин важная особенность: уделяйте внимание женщинам регулярно. Если вы свою сферу семья, отношения ставите в приоритете, вы поймете, что от этого не пострадает ваша сфера карьера и бизнес, и сфера друзья и окружение. Большинство мужчин считают, что если я не уделю внимания своему окружению, то что-то в окружении вашем и изменится. Да, это изменится, если это люди в состоянии 0,4, которые грузят вас своими проблемами, хотят, чтобы вы эти проблемы решали за них. Это состояние временное. Выбираете в приоритете людей в состоянии 4, 8, 8, 10. От них всегда вы дождетесь поддержку, они ваши единомышленники, они тоже будут вам помогать выстраивать крепкие семейные отношения. Для женщин в состоянии 0,4, пожалуйста, не забывайте про свою сферу личностный рост. Сейчас в мире накоплено достаточное количество теоретических и практических знаний для того, чтобы ярко, кратко изложить свою точку зрения для мужчины, которого вы любите, для мужчины, который готов с вами вместе пройти этот долгий путь семейных отношений. Если вы продиагностировали свое колесо жизненного баланса, вы уже сделали 50% работы. Дальше вам необходимо получить опыт совместной реализации ваших целей с вашим любимым человеком. В этом плане у вас все получится, потому что продвинутые пользователи колеса жизненного баланса, они уже понимают, ваша цель поставлена в этом году, может быть на 50% решена, но ничего страшного не произойдет, если вы этой цели достигнете через 2, через 3 года. Вы за это время приобретете уникальный жизненный опыт и перейдете к сфере наставничества, где на своем примере будете мотивировать других людей делать свои отношения счастливыми и долгосрочными. Всем, кто смотрел это видео, я всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У вас все получится. Я в вас верю.